Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и это канал о вязании. И в этом видео я хочу связать еще одну косметичку на молнии. У меня заготовлено один моточек карамель Baby. Это цвет печенья. Знаете, он вообще в жизни довольно приятный, такой светло-бежевый цвет, но вот под искусственным освещением на камере получается такой довольно-таки грязно-коричневый цвет, но в жизни он намного интереснее. И молния. Пластиковая, блестящая молния, с которой, в принципе, мне тоже очень нравится работать. Итак, молнию я беру 20 сантиметров. Также мне потребуется тонкий крючок. Крючок, которым я буду вязать, у меня это 3 миллиметра. Измерительная лента и маркер для ткани. Итак, беру молнию, беру измерительную ленту и сначала я делаю разметку. Такую разметку я уже делала в своем предыдущем видео, предыдущей косметичке, и как всегда, ссылку на это видео найдете внизу под видео, либо по подсказке. Я делаю разметку с шагом 0,5, буду размечать вот по этому краю молнии. Здесь видно, да, немножко отступаю, потом меняется ткань, становится более такая рыхлая, и вот в эту ткань я и буду вставлять крючок. Беру измерительную ленту и отмечаю 0,5 сантиметров по одной стороне. И делаю точно такую же разметку по второй стороне, так, чтобы точки лежали друг напротив друга. Так, разметку маркером я сделала. Дальше беру свой шнур. Напоминаю, у меня это 2-миллиметровый шнур. Здесь 200 метров, 150 грамм. От начала мотка откладываю небольшой хвостик, наверное, сантиметров 15. Его будет достаточно. Беру тонкий крючок и вставляю крючок в отверстие. К сожалению, иголкой опять-таки это делать не так удобно и не так красиво. Крючком вот для себя я нашла такой оптимальный вариант. Делать эти отверстия все-таки крючком. Вставляю, дальше просовываю крючок подальше, чтобы вот это утолщение его сделало отверстие побольше, и подхватываю шнур и вывожу его. Петлю вытаскиваю достаточно длинную, затем в следующую точку и прохожусь тамбурным швом по краю молнии. Опять вытаскиваю достаточно длинную петлю, одну петлю через другую. Здесь нужно с самого начала вытаскивать петлю достаточно длинную. Никакая глажка эти волны не разгладит. Поверьте моему опыту, я делаю уже не одну такую косметичку, уже, наверное, штук 5 их связала. И нет, сколько бы вы ни наглаживали после этого шва, молнию она не расправится, если ее стянуть на самом первом шаге. Прохожусь такими стежками по одной стороне молнии. Вот до этого края. Дошла я до конца одной половины, делаю воздушную петлю вне молнии и затем вставляю крючок уже во вторую половину молнии.
до конца, подхватываю, вывожу петлю, в следующую точку, до конца, и работаю так по точкам второй половины, опять до конца молнии. Дошла до конца молнии. Дальше я делаю воздушную петлю хвостиком, вытаскиваю нитку, завожу крючок под первое звено, подхватываю хвостик, снова его вытаскиваю. Так. И с изнанки на лицо вставляю крючок, в воздушную петлю, подхватываю хвостик, вывожу его наизнанку. Так. На этом работа маленьким крючком закончена. Дальше беру свой основной крючок и перехожу к вязанию первого ряда. Первый ряд я буду делать самый простой. Уже буду работать с основной ниткой. Она идет от клубка. Первый ряд это столбики без накида. Но здесь я сделаю немножко прибавок. Итак, вставляю крючок под первое звено, подхватываю рабочую нить, вывожу, делаю воздушную петлю, а вот в следующую точку я сделаю прибавку, то есть 2 петли в одну точку. Раз. И еще раз. Два. То есть я буду делать прибавки в углах. Смотрите, где здесь углы. Вот он угол, прибавка. Вот это начальная была точка, да? Вот. Это будет тоже одиночная петля. И вот сюда сделаю прибавку в самом конце этого ряда. И с другой стороны то же самое. Смотрите. Вот получается как бы 2 петли по короткой стороне. Вот сюда сделаю одну прибавку. И вот сюда сделаю вторую прибавку. Таким образом получается 4 угла и по 4 прибавки в первом ряду. В общем, работаю дальше просто столбиками без накида. Пока вяжу по одному столбику без накида. Крючок вставляю под обе дольки косички вот этой вот. И делаю обычные столбики без накида до второго угла. То есть вот до этой точки. Сюда пойдет вторая прибавка. Так, я дошла до точки, куда делается вторая прибавка. Вот он, угол. Раз. И в эту же самую точку делаю 2. 2. Дальше 2 одинарных петли. Раз. 2. Так, дальше третий угол, в него опять делаю прибавку, то есть 2 петли в одну точку. Раз, 2. И дальше вяжу по одному столбику до 4-го последнего угла. Обычные столбики без накида. Вяжу вот до этой точки. Так, я дохожу до 4-го угла, вот эта точка. Сюда делаю прибавку, то есть 2 петли в одну точку. И до завершения ряда остается еще один одинарный столбик без накида. И дальше ряд закончен. Просто смыкаю ряд, вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю рабочую петлю, так ее немножко вывожу, затем опять вставляю крючок под эту же петлю, уже с лица, меняю
петли на крючке и одну петлю через другую. Таким образом первый ряд соединился, и дальше будет вязаться второй ряд. Вот смотрите, как выглядит эта деталь. Итак, второй ряд. Но для начала нужно пересчитать все вот эти вот столбики без накида первого ряда. У меня их 88. И 88 мне подходит. 88 это четное число. И узор, которым я буду вязать эту косметичку, должен состоять из четного числа. Второй ряд я буду вязать просто по одному столбику без накида. Первая подъемная петля, которую мы сделали в предыдущем ряду таким хитрым способом, будет считаться за первый столбик. Таким образом, сейчас у меня 2 столбика, теперь 3, 4 и вяжу по одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда. 5, 6, 7. Прибавок во втором ряду я не делаю. Итак, заканчиваю второй ряд, предпоследняя петля. И последняя петля делается в соединение от первого ряда. Вот так. Смыкаю ряд, вытаскиваю немного петлю, завожу крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю рабочую петлю, вывожу ее, да, сбрасываю с крючка, возвращаю крючок опять под первую горизонтальную петлю, делаю еще одну петлю, поднимаю крючком сброшенную петлю, 2 петли на крючке, провязываю вместе. Это получается первый подъемный столбик на третий ряд. Из третьего ряда я буду вязать уже узор. Узор будет очень простой. Столбик без накида в этот ряд, столбик без накида на ряд ниже. Чередуем так до конца ряда. Первая петля играет роль столбика без накида в этот ряд. Значит, дальше делаю столбик без накида на ряд ниже. Вот это был бы столбик в этот ряд, это на ряд ниже. Вставляю, вывожу длинную петлю, провязываю. Столбик в этот ряд. Столбик без накида на ряд ниже. Столбик в этот ряд. Столбик без накида на ряд ниже. Здесь тоже не делаю ни прибавок, ни убавок. Просто по одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда. Заканчиваю этот ряд. Третий ряд или второй ряд узора. И последняя петля, это будет длинный столбик на ряд ниже. Вот смотрите, вот оно было соединение предыдущего ряда. И вот под него делаю длинный столбик. Снова вставляю петлю под первую горизонтальную, вытаскиваю петлю. И смотрите, здесь я эту петлю оставлю, пока просто попридержу пальцем, и начну уже четвертый ряд. Но начинать я предпочитаю этот узор со столбика в этот ряд. Опять-таки, каждый ряд будет состоять из вот этого чередования, но в шахматном порядке. То есть вот здесь у меня был длинный столбик, значит, в него я делаю столбик в этот ряд. Вставляю крючок, подхватываю рабочую нить, вывожу и делаю петлю подъема на этот ряд. Здесь вот эту петлю, смотрите, не упустите. Вот так вот просто пальчиками ее придерживайте. А в следующую точку, вот, на ряд ниже. Ой, это я совсем размахнулась. Вот сюда, вот на ряд ниже, вот так. Подхватываю рабочую нить. И здесь подхватываю вот эту открытую петлю, чтобы она никуда не уехала. И провязываю. Вот, и соединение получилось. И петля закрылась, да? Опять петля в этот ряд, на ряд ниже, вот сюда. В этот ряд,
То есть там, где был короткий столбик, делаю длинный столбик на ряд ниже, а там, где был длинный столбик, там делаю столбик в этот ряд, короткий столбик. Чередую так до конца ряда. Один небольшой секрет, который я использую при вязании данного изделия для того, чтобы ряды мои были стройными, для того, чтобы сохранить плотность в каждом ряду. Не спешите выворачивать изделие лицом наружу, когда вы вяжете начальные ряды. Держите изделие вот так, лицом внутрь, так будет вам проще соблюсти плотность на начальных рядах, и ряды будут у вас ровными. Уже потом, когда вы свяжете несколько сантиметров, 5, 6, 7, 8 или больше, тогда его выверните и будете вязать уже лицом снаружи. А пока держите лицом вовнутрь, изнанкой снаружи. Итак, вяжу 4-й ряд вот до этой точки. Итак, делаю соединение в 4-м ряду, вставляю крючок под первую горизонтальную, нахожу открытую петлю, вывожу ее на изнанку, затягиваю. Так, и здесь я хочу сделать соединение, чтобы оно не ушло у меня влево, а ушло вправо. Я всегда ориентируюсь, как мне сделать соединение, на то, в каком месте я нахожусь. То есть я не хочу, чтобы у меня куда-то смещался этот стык, то ли влево, то ли вправо. Мне он нужен вот на этом сгибе. Поэтому я сейчас сделаю соединение вправо немножко, да? То есть вот под эту точку, сюда. Начну 5-й ряд с длинного столбика. Здесь можно варьировать. Можно начинать с длинного, можно начинать с короткого, смотря где вы сейчас находитесь. Делаю длинный столбик, он же будет подъемным. Так. В следующую точку, соответственно, делаю обычный столбик. В следующую опять длинный на ряд ниже и обычный. Работаю, чередую длинный, обычный до конца ряда. Соответственно, этот ряд у меня закончится обычным столбиком в этот ряд. И работаю такими рядами на нужную высоту. Провязал я нужное количество рядов. Теперь давайте их посчитаем. Я буду считать только вот эту колонку из длинных петель. То есть у меня получается, если считать одну колонку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 длинных петель, соответственно, это 32 ряда и плюс первый ряд вне узора, 33 установочный. Дальше начинаем формировать донышко, и для этого мне потребуются маркеры. Складываю косметичку пополам, подхожу к одному краю, и с этого края, с той стороны, которая ближе ко мне, я отсчитываю 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот она, 8-я петля. И на 9-ю вешаю маркер. Так, теперь поворачиваю. И теперь просто отсчитываю в эту сторону 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. На 19-ю вешаю маркер. С противоположной стороны нужно точно так же отмерить 18 петель и отметить их 2 маркерами. Всего в круге у меня 88 петель. Из 88 нужно вычесть 2 раза по 18. Это получается 52 петли. 52 делим на 2, получается 26. Соответственно, вот от этого края отсчитываю 26 петель, включая маркер, отмечаю 26 маркером. С этого края делаю то же самое, отсчитываю 26 петель, включая маркеры, 26 отмечаю маркером. И для контроля себя вот это расстояние я
я тоже здесь считаю петли, здесь должно быть 18 петель. Дальше исключительно для удобства расчетов и для удобства закрытия донышка давайте этот ряд закроем. То есть делаем петлю побольше и вставляю в нее моток. Петлю затягиваем. Итак, ряд я закрыла, и перенесем начало ряда на петлю с первым маркером. Вот сюда. И начинаю вязать первый ряд донышка из этой точки. Вставляю крючок, делаю подъемную петлю. Это будет первый столбик. Следующую точку на ряд ниже. Здесь ориентируюсь по рисунку. Опять столбик в этот ряд, на ряд ниже. Вяжу так до первого маркера. Петлю с маркером тоже провязываю. Это получается длинный столбик на ряд ниже. Так, пододвигаю его. И дальше начинается скругление между боковыми маркерами. Я напоминаю, что здесь 18 петель. Здесь нужно будет делать в каждом ряду по 3 равномерные убавки. 18 делю на 3, это получается 6. И, соответственно, в этом ряду я считаю 6 петель. Итак, продолжаю вязать по рисунку. Столбик в этот ряд, раз, на ряд ниже, 2, в этот ряд, 3, на ряд ниже, 4. А вот 5 и 6 я делаю вместе. В этот ряд 5 не доделываю, на ряд ниже 6, и все это провязываю вместе. Таким образом у меня делается убавка. Опять раз, 2, 3, 4, 5 и 6 вместе, 5, 6. И опять третий раз. Раз, 3, 4. И последний. 5 и 6 вместе. Дальше снова идет прямой отрезок. Его вяжу по рисунку до третьего маркера. Раз, 2, 3. То есть вот до этого маркера. Дошла до второго скругления. Здесь точно такая же формула. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6 вместе. Раз, 2. Снова. Раз. Я уже подхожу, видите, к соединению предыдущего ряда. 2. 2. Здесь ниточку вкладываю в ряд. 3, 4. И опять 5 и 6 вместе. Раз, 2. Здесь будет совершенно незаметно, видите, нитка вяжется в основное полотно, и будет не видно, что где-то мы сместили начало ряда. И опять. Раз, 2, 3, 4. И 5 и 6 петля. 5, 6 и вместе. Давайте уберу этот маркер, он немножко мешается. И делаю соединение. Так, опять под первую горизонтальную петлю. Подтягиваю здесь все.
Прижимаю петлю пальцем, делаю подъемную петлю. Так, еще раз. И делаю первый столбик. Уже считаю эту петлю как первый столбик. Она получается теперь на ряд ниже, да? Давайте отметим ее маркером. Опять дальше вяжу до второго маркера. По рисунку была петля на ряд ниже, значит петля в этот ряд, опять на ряд ниже, и вяжу так до второго маркера. Это будет уже второй ряд донышка. Так, дошла я до второго маркера. Здесь получается, в предыдущем ряду мы вязали пятую, шестую вместе, здесь будем вязать четвертую, пятую вместе. Считаю. Раз, два, три, и дальше 4 и 5 вместе. И еще раз. Раз, два, три и 4 и 5 вместе. Так. И последний, третий раз в этом скруглении. Раз, два, три, 4 и 5. И это вместе. И дальше снова продолжаю по прямой части, по рисунку, до следующего маркера, который обозначает следующее скругление. Раз, два. Второе скругление в этом ряду вяжется по точно такой же формуле. Четвертое и пятое будет вместе. Раз, два, три, 4 и вот сюда пятую вместе. И опять. Раз, два, три и 4 и 5. И их вяжу вместе. И третий раз. Раз, два, три, 4 и 5. Их вяжу вместе, и дальше остается сделать лишь соединение в этом ряду. Под первую горизонтальную вставляю крючок, подхватываю открытую петлю, вывожу ее на изнаночку, нитку подтягиваю и перехожу к вязанию третьего ряда донышка. Здесь опять он будет начинаться с подъемной петли, которая играет роль первого столбика в этот ряд. Дальше на ряд ниже. В общем, делаю все то же самое по прямой части. Она неизменно до второго маркера. Так, скругление в третьем ряду. Здесь будет третья и четвертая петля вязаться вместе. Снова раз, два, и вот третья и четвертая вяжется вместе. 3 и вот она четвертая. 4 и опять. Раз, два, третья и четвертая вместе. 3 и 4. И третий раз. Раз,
третья и четвертая вместе. Дальше вторая прямая часть, которая вяжется по рисунку, без убавок, соответственно. И второе скругление вяжется по точно такой же формуле, третья и четвертая вместе. В конце ряда снова делаю соединение под первую горизонтальную. Подхватываю открытую петлю, увожу ее на изнанку, подтягиваю, чтобы здесь не было лишних отверстий. На ряд ниже вставляю крючок, подхватываю рабочую нить и держу одновременно открытую петлю пальцами, чтобы она не упала. И делаю первую подъемную петлю, получается, она делается на ряд ниже. Дальше в этот ряд и снова по прямой части до второго маркера. И дальше будет опять скругление уже в четвертом ряду. Итак, скругление в четвертом ряду — это вторая и третья петля вместе, повторяем 3 раза. Первая петля, вторая, и вот она третья. Опять первая петля, вторая, и вот она третья. И опять первая петля, вторая, третья вместе. Дальше снова прямая часть, она вяжется без убавок до третьего маркера, до четвертого маркера. И формула второго скругления точно такая же. Вторая и третья петля вместе, повторяем 3 раза. Так, в конце ряда снова делаю соединение под первую горизонтальную петлю, вытаскиваю открытую петлю, подтягиваю, так. Делаю первую подъемную петлю на следующий ряд. Это получается петля в этот ряд. Дальше на ряд ниже. Опять прямая часть до второго маркера, без убавок, по рисунку. И скругление в пятом ряду будет просто 3 раза по 2 петли вместе. Итак, раз, два, вместе. И опять раз, два, вместе. И третий раз. Раз, два, вместе. Дальше вторая прямая часть, которая вяжется без убавок по рисунку. Раз. И второе скругление в пятом ряду будет вязаться по точно такой же формуле. 3 раза по 2 петли вместе. Делаю соединение в пятом ряду. Под первую горизонтальную вставляю крючок, подхватываю открытую петлю, увожу ее, подтягиваю. Придерживаю петлю пальцем. Она все равно выскочит. Давайте так. Вставляю крючок на ряд ниже, подхватываю рабочую нить, вывожу еще одну петлю, меняю петли местами.
и провязываю. Это первая подъемная петля на этот ряд. Дальше прямая часть, это 6-й ряд получается уже, она вяжется без убавок до 2-го маркера. Петля в этот ряд, петля на ряд ниже. И в 6-м ряду для скругления остаются всего 3 петли, которые просто провязываю вместе. Раз, два и 3. И провязываю их все вместе. Вот так должно получиться. Дальше опять прямая часть, 2-я. Ее вяжу опять по рисунку на ряд ниже, в этот ряд, на ряд ниже. Второе скругление делается точно так же, просто 3 петли вместе. Дальше делаю бесшовное соединение этого ряда под первую горизонтальную крючок, вывожу петлю и накидываю петлю на изделие. То есть этот ряд я закрываю, затягиваю нить. Так. И остается зашить вот это отверстие. Зашивать отверстие я буду швом зигзаг. Итак, вставляю крючок в петлю справа, подхватываю рабочую нить, вывожу одну петлю. Затем влево под соединение, подхватываю нить, вывожу петлю, одну петлю через другую. Затем опять вправо, подхватываю нить, одну петлю через другую. Влево, вправо, влево. Я вставляю крючок под обе дужки кромочной косички, для того, чтобы шов был плотнее. Вправо и влево. И так сшиваю по одной петле. Так, заканчиваю шов вправо-влево, лево-вправо. И вытаскиваю. Последние петли. Так, правая. Левая. Дальше нить обрезаем. Заплавляю хвостик, потому что нить у меня синтетическая. Увожу хвостик наизнанку. И уже с изнаночной стороны прячу в вязаных рядах. Со вторым хвостиком поступаю точно так же. Вот такое получается донышко. Оно получается связано убавками, а не прибавками. То есть это как бы обратный принцип вязания овала. И при таком способе, видите, вот бывает, что образуются отверстия. Конечно, донышко, которое связано наоборот от одного наборного ряда и потом прибавки, оно всегда плотнее, чем когда донышко, которое идет с убавкой. Вот такая косметичка у меня получилась. Смотрите, какая классная, да?
молния. Я туда сложила крючки. Здесь можно хранить инструменты для рукоделия, можно канцелярию хранить, карандаши, ручки, а можно хранить косметику. И очень просто связать такую косметичку. Не надо потом пришивать молнию и как-то вымерять, тут все ли ровно, все ли неровно, да, сразу набор от молнии. Только потом нужно вот будет немножко с донышком повозиться. Эти отверстия, в принципе, можно просто стянуть ниткой, если у вас получается сильно большие отверстия. Здесь вот 3 луча, это убавки, с этой стороны то же самое. Вот они, лучи убавок. Принцип точно такой же, как когда мы вяжем овал от наборного ряда, да, по 3 прибавки, здесь наоборот, по 3 убавки в каждом ряду, и точно такой же принцип. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.